Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Ну что может быть вкуснее, чем сочетание картофеля и мяса? Сегодня вкусные, сочные фаршированные блины. Для начинки мне понадобится отварить мясо. У меня здесь примерно килограммчика 1,5. Для того, чтобы мясо получилось вкусным, выкладываю именно в кипящую воду. Сразу сюда разрезанную напополам луковицу, несколько горошин душистого перца, сюда же черный горошком и столовую ложку соли. Как только закипело, прикрываю так, чтобы был выход для пара. Делаю небольшой нагрев и пусть здесь себе булькает пару часиков. Мясо проварилось около 2 часов. Какая красота! И бульон получился красивым. Пахнет очень вкусно. Протыкаю ножом. Сварилось, друзья, сварилось. Снова накрываю крышкой, выключаю нагрев и оставляю до полного остывания прямо в этом бульоне. А пока мясо остывает, сковородку на огонь. Добавляю смалец. Можно, конечно же, заменить на растительное масло. Кому как больше нравится. Пусть греется. А я тем временем нарезаю лук. 2 средних будет в самый раз. Выкладываю в сковородку. Она еще даже нагреться не успела. К луку добавляю немного чесночной соли. Можно заменить на зубок чеснока. И сюда же совсем чуть-чуть сахара. Перемешиваю. Пусть себе здесь обжаривается до мягкости. По желанию можно добавить немного моркови. У меня вот кусочек есть. Не пропадать же добру. Тоненько нарежу. И ничего не жду, сразу добавляю к луку. Пусть здесь себе все начинает обжариваться. Сейчас, друзья, будет шедевр. Сочная начинка, вкусные картофельные блины. А все это вместе, это бесподобно вкусно. Поверьте моему слову. Можно даже крышкой накрыть, чтобы морковь быстрее приготовилась. Проверяю морковь. Мягенькая. Все, отлично. Накрою крышкой. Выключу нагрев. Пусть здесь себе тоже отдыхает. А я пока мясо достану. Сварилась. Еще бульон, друзья, такой красивый получился. Один кусочек. И второй кусочек. Есть. Ух, блинов будет. Накрою крышкой, пусть стоит. Мясо порежу на куски. Такие, чтобы можно было удобно пропустить через мясорубку. В середине добавляю овощи. Готово. Осталось эту красоту заправить. Соль по вкусу, черный молотый перчик. И сюда, друзья, для сочности наш бульон. Посмотрите, какой красивый. Прозрачный такой, ароматный. А вот так. Полстакана. А может больше. Будем ориентироваться по начинке. Все хорошо перемешиваю. О, в самый раз. Отставляю в сторонку и займемся тестом. Для теста в миску разбиваю 2 яйца. Немного соли. И взбалтываю венчиком. Вливаю немного молока из общего количества. И всыпаю 120 граммов муки. Размешиваю, чтобы не было комочков. Так легче будет размешиваться. Когда мука хорошо вмешалась, вливаю оставшееся молоко. Общее количество 300 мл. Снова перемешиваю. И отставляю в сторонку. 2 средних картофелины натираю на самой мелкой терке. Это, друзья, грамма 200-250. И сразу же перекладываю в тесто, пока картофель еще светлый. Перемешиваю. И добавляю 2 столовые ложки растительного масла сюда. Все, тесто готово. По желанию можно добавить зелень, черный молотый перчик.
Но мне нравится так, натура. Убираю венчик и даю немножко постоять. Через 10 минут можно выпекать блины. Тесто перемешиваю. Перед первым блинчиком сковороду смазываю растительным маслом. И даю хорошо нагреться. У меня чугунная, диаметр 15 сантиметров. Ну все, нагрелось. Можно выпекать. Здесь, хозяюшки, как обычно, наливаем тесто и распределяем. Блинчики не получаются сильно тоненькие, потому что картофельные. Выпекаем. Как только вижу, что краешки подрумянились, можно переворачивать. Прохожусь лопаткой на всякий случай. Ой, друзья, прекрасно. Опа, и переворачиваю. На второй стороне буквально несколько секунд. Можно снимать. Сейчас покажу, какой блин получился. Посмотрите, какой красивый. Эластичный и очень пахнет жареным картофелем. Блинчики получатся на славу. Вот что у меня получилось. Сколько блинчиков? Штучек 20, наверное. Осталось, друзья, их только нафаршировать. Беру блин, поджаренной стороной вверх. Начинка. Ну и сворачиваем. О, вот такая вот красота. Так, проделываю со всеми блинами. Вот, целая гора вкусняшки. Конечно же, их нужно обжарить до румяной хрустящей корочки. Тогда это будет просто шедевр. Беру эту же сковородку, ставлю на огонь, кусочек сливочного масла. Ой, друзья, кусочек это большой, достаточно. Блинчики выкладываю на сковороду швом вниз. Еще разочек переверну, чтобы лучше зарумянились. Посмотрите, какая красота, друзья мои. Ставьте лайки. Все, выключаю нагрев. Пусть немножко постоят. Сейчас буду показывать, что же получилось. Блинчик разрезаю. И вот. Посмотрите, какая красота. Какой сочный и вкусный. Все. Это очень вкусно. Ставьте лайки, друзья, делитесь своими рецептами. Будем готовить вместе. А я вам желаю дней солнечных, теплых, улыбок, любви, мирного неба над головой. Любите и будьте любимы. До скорых встреч. А я сейчас это все съем. Только за сметанкой схожу.